Сёма пришел за час до съемки и лег спать, чтобы не проспать эфир. Добрый день, друзья! Мне так недавно понравился один вопрос, что хочу на него вам ответить. Как я в квартире устраиваю разницу температур? Конечно, можно ответить двумя словами. А никак. Как я могу повлиять на центральное отопление? У меня, к сожалению, нет регулировки радиаторов. Поэтому на температуру в квартире я повлиять никак не могу. Но могу, конечно, открыть окна полностью. Но сейчас же зима. Как же мне это сделать? А на подоконниках стоят орхидеи. Опять никак. Я могу только приоткрыть окно так, чтобы не заморозить орхидеи. То есть совсем немного. Но всякие разные хитрости все равно существуют. И надо помнить, что наши орхидеи, они тоже разные. Поэтому сегодня приведу вам примеры своих хитростей. Мои постоянные зрители, наверное, знают, что у меня есть балкон, не лоджия, не огромная лоджия, а небольшой балкон. Правда, на нем тоже есть радиатор отопления. И вот там-то и можно повлиять на разницу температур. Например, совсем отключить отопление или же наоборот его включить, чтобы было теплее. Я показывала цветение орхидей на стеллажах на балконе. Оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана, чтобы можно было посмотреть, как у меня устроен балкон, какие там у меня стеллажи и как цвели мои орхидеи. Они и сейчас там цветут. Вот смотрите, как они там цветут. Правда, цветения еще обильного нет, потому что мои орхидеи чаще всего зацветают или в конце декабря, или в начале января. И на балконе у меня расположены в основном бульбовые орхидеи на двух верхних полках, два стеллажа, две верхних полки. Там находятся котлеи, анцидиумы, дендробиумы, дендрофаленопсисы и даже один цимбидиум. Сёмка, перестань. Но я не тебя снимаю, я цветочки снимаю. Видишь, какой анцидиум красивый. Ты тоже красивый. Ты тоже очень-очень красивый. Но очень громкий. На нижних полках находятся в основном мини-орхидеи. И лодочки с моими мини-орхидеями как раз сейчас готовятся к обильному цветению. С другой стороны, тоже мини-орхидейки, но парочка из них уже цветет.
Вот там можно изменить температурный режим, или открыв окно, или выключив батарею, или сделать и одно, и другое. Обратите внимание на термометр. Сегодня 18 декабря. А какая у нас температура? Во-первых, плюс, и этот плюс больше 10 градусов. То есть ни о каком снеге, ни о какой зиме пока у нас речи не идет. Да, у нас очень теплый регион. И вот здесь я применяю маленькие хитрости. Так как со своими орхидеями я дружу уже 20 лет, я приблизительно знаю, какая орхидея когда любит цвести. И какой орхидеи может быть нужна, а может быть не нужна разница температур. Потому что одно из главных составляющих цветения – это именно разница температур при выпуске цветоносов. И есть такие орхидеи, которым все равно, где она будет стоять. Вот, например, орхидеи, которые стоят позади меня, это самый дальний угол комнаты. И повлиять здесь на температуру мне крайне сложно. Это только осенью, когда я могу полностью открыть окно и на улице, например, 15 градусов. Тогда да, воздух дойдет сюда. А в остальном нет, не доходит. И здесь стоят орхидеи, те, которым не сильно нужна разница температур. Или совсем не нужна разница температур. Но тоже попадаются и здесь капризные орхидеи. В этом году я хочу цвести здесь на полке, в этом году я не хочу цвести на полке. Бывает и такое. Поэтому я всегда наблюдаю за орхидеями. И хочу вам показать несколько своих орхидей, несколько примеров. Вот эти 3 орхидеи я в этом году поставила там, где может быть разница температур. И рассказываю. Это орхидея Dusty Belly. И есть ее аналог. Купила их 2 года назад, в один день. И они у меня стояли, одна вот эта на полке, а вторая стояла на балконе. Та, что стояла на балконе, очень быстро выпустила цветонос и цветет. А эта так и не захотела цвести. Поэтому я их поменяла местами. И посмотрите, через 2 недели у второй орхидеи тоже появился цветонос. Потому что на балконе все равно есть какая-то естественная разница температур. Даже если я не буду открывать там сильно окно, все равно от стекол идет какой-то холод. Есть очень капризные орхидеи вот в плане цветения. Ну, как очень капризные? Я знаю, что она хочет. Поэтому я так и делаю, чтобы они зацвели. На полке стоит равелла. Распустила всего 1 цветок. Вот именно эта равелла, а это равелла бантик, находилась на балконе с августа. И вот, пожалуйста, 2 почки на старом цветоносе и еще 1 цветонос. А ее аналог, только это равелла, но не бантик, обыкновенный стандарт. Вот я сделала ровно то же самое, что и с первыми орхидеями. Вот этот горшок стоял на полке. Я их поменяла местами. Но меняю я местами орхидеи тогда, когда они распускают цветок. Иначе может сбросить бутоны. Да, это было тоже 2 недели назад. Здесь появился цветонос. Здесь медленно, но пробуждается почка. Вот она. И новый цветонос. Равелла
Вот одна из тех орхидей, которая никогда у меня не цветет, если нет разницы температур. Поэтому мне приходится выставлять их в более прохладное место. И еще, вот в этой комнате, это юго-восточная комната, есть окно. И у меня раньше на этом окне стояли сначала котлеи, потом хои. В этом году я решила, что все хои можно убрать в другое место и поставить туда фаленопсисы. Причем фаленопсисы, которые куплены недавно. Пересаженные, но домашнего цветения еще не было. И вот один из фаленопсисов, который попал на окно месяц назад. Это розовый биглип, название я его не знаю, но когда зацветет, я вам его обязательно покажу и, может, определимся с названием. Это старый цветонос, а это новый цветонос. Применяя вот такие хитрости, можно всегда добиться цветения. Но добиться цветения можно только от здоровых, в кавычках берем, сытых орхидей. Не надо стараться заставить орхидею реанимашку, или после какой-то болезни, или после нападения вредителей заставлять ее цвести. Ей очень тяжело, ей нужно прийти в себя, и тогда она будет готова к прекрасному, великолепному цветению. Только здоровые орхидеи. Вот так разница температур влияет на выпуск цветоносов и пробуждение спящих почек. Если у вас есть такая возможность, всегда наблюдайте за своими орхидеями, и вы поймете, что нужно сделать для того, чтобы ваши орхидеи цвели. Здравствуй, дорогой. Рич, ты мешаешь, ну жутко мешаешь сегодня. Ты толкаешь меня под руку, ты таскаешь игрушки. Ну сколько можно, а? Ты такой сегодня активный. Ужас какой активный. Там, скажи, я по маме скучала. Я по маме скучала. Ой, это что? вот на стол нельзя собакам лазить, собаки не лазят. Нельзя собаки на стол. Ты у котов научился, да? Они плохому научат. Посмотри на папу. На Да? папу посмотри. Не хочет он на меня смотреть. Вот такие хитрости я применяю для цветения своих орхидей. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Юлечка, Юля, ложись уже тоже. Вот ты самый хороший кот, самый спокойный кот. Пришел и лег. А Юлечка слушал. Да, Юлечка? Юлечка тихо слушал. А Ричи безобразничал. Ты чего все комментируешь? Все, я тебе положу. Ой, Господи. Ух ты, кусучая кошка.